Всем привет, с вами Life is Strange, и у нас сегодня очередной выпуск борьбы с несправедливостью. И сегодня мы продолжим нашу борьбу с финансовой пирамидой QNet. А удостоверение предоставьте, полиция приедет, я тогда ваше буду. Я его взял. У меня нет. А что вы тут делаете? У меня охранник. А подскажите, а что у вас посторонний человек в черной майке делает? Не посторонний человек, у нас есть охрана. А он говорит, он не охранник, у него ни удостоверения, ничего нет. Мне кажется, вы нас обманываете. Елена, добрый день. Меня зовут Мария, корреспондент программы «Вести дежурной части». Да? Можно как-то, может быть, меня не фиксировать? Почему ваша же деятельность публичная? Я понимаю, что публично, но если вы его предоставите где-нибудь в СМИ, как бы я потом на вас суд. Ну, вы имеете право, подавайте. Что вы В прошлом своем видео я уже подробно рассказывал о том, как данная компания, которая имеет все признаки финансовой пирамиды, вербует к себе людей. Кстати, ссылочка на данный видосик болтается сейчас где-то там, наверху экрана. Но если ты ленивая задница, то вот вкратце немножко информации про них. Короче говоря, ребята завлекают все адептов словами о том, что это бизнес нового поколения, и здесь ты просто будешь стричь бабло и потом его вот так вот тратить. Очень круто, они прям промывают мозги и, как правило, завлекают в эту структуру твои друзья, твои близкие, даже родственники. Они действительно идут в первую очередь по близкому кругу друзей и знакомых. Ну, вроде как человеку ты можешь доверять. Короче говоря, схема выглядит так. Тебе приходят, вешают лапшу о том, что ты в 2 шагах от своих первых миллионов, но ты должен внести некую сумму. Ну, как правило, это несколько тысяч долларов. Короче говоря, на эту некую сумму ты покупаешь совершенно ненужный товар, ширпотреб, который так еще и вообще бесполезный, который ты потом хрен продашь. Но вот только смысл это не Avon, друзья. Здесь ты не продаешь товар. Всю эту халабуту ты оставляешь себе, а зарабатываешь ты на другом, на том, что ищешь таких же лохов, которые придут в эту компанию, купят на несколько тысяч долларов такой же ненужный товар, и потом также будут искать следующих лохов, и так до бесконечности. Короче говоря, они настолько уже разрослись, что ими даже заинтересовался телеканал «Россия-1». И вот я, Стрэндж, вместе с телеканалом «Россия-1» пошли к ним в гости в офис. Ну и, конечно же, на входе в бизнес-центр мы повстречали наших любимых персонажей Бибу и Бобу. Мне кажется, вообще в охрану сторожами берут только парами, как Шерочку с Машерочкой, чтобы они сидели и там тявкали, никого не пускали. Ну хрен бы с ними, вся эта радость. Кстати говоря, ребята, что вот мы сейчас наблюдаем, все это благодаря всероссийскому анти-МЛМ движению и лично их лидера Александра Крюкова. Спасибо вам за информационную и финансовую поддержку нашего канала. Кстати, Александр постоянно трудится день и ночь над тем, чтобы помогать пострадавшим в их бедах и возвращать им денежки. Но мы возвращаемся к видео. У нас нет пропуска. В компанию QNet зачем пропуск? Мы пришли в рабочее время юридическому лицу. Мы Вместе имеем с право потерпевшей. для официального заявления своей претензии. Можно как-то пройти? Пропуск нам не заказывали, но нам нужно как-то пройти на территорию, пообщаться с людьми. С кем-то из руководства мы можем пообщаться? Вас на территории обманывают людей на огромные суммы денег. Добрый день. Меня зовут Мария. Мы хотим попасть в 33-й корпус. Там, по нашим данным, проходит собрание секты финансовой пирамиды QNet, которая обманывает людей на крупные суммы денег. Хотели бы попасть внутрь. Сейчас, секундочку, я вам Почему? У нас просто режимный объект. Мы пришли с пострадавшей женщиной, которая отдала 170 тысяч рублей мошенникам, которые арендуют у вас офис. Вы в курсе этого? Елена Бронашко, женщина, попадает в этот офис и обманывает здесь людей на крупные суммы. Мужчина, а есть документ на режимный объект или это голословное заявление? У вас должен быть паспорт специальный, подтверждающий ваши слова. Это бизнес-центр, здесь мы можем прийти к юрлицу в любое рабочее время. Пригласите. Мы хотим попасть внутрь. Нет, это руководство охраны, руководство бизнес-центра, на котором будет написано заявление за нарушение федерального законодательства. У нас связи нет, мы не пересекаемся. Ну тогда открывайте вы сейчас. Мы либо так пройдем, либо с полицией, потому что вы не имеете права. Мы вызовем
полицию. Так, а вы, простите... Полицию. Перед этим я хотел бы уточнить, ребят, а вы же охраной здесь являетесь? Нет. А кто вы? Просто пришли посидеть? Ребят, ну что вы здесь, вы какую должность занимаете? А вы? Я? Мы Гра- журналисты. Ну, удостоверение ваше можно посмотреть? А вы подожди, ну Не ладно. ваше, ваше. А я предоставлю сотрудникам полиции, я вам не обязан ничего. А Я вам хочу, ничего не хотите, нет, вы мне обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о частной детективной и охранной деятельности. При первом же требовании любого человека вы обязаны предоставить удостоверение. Если у вас нет удостоверения, на вас отдельно будет написано заявление, о чем я вам официально сейчас заявляю. Поэтому если вы здесь сейчас не предоставите свои документы, на каком основании вы здесь вообще находитесь, тогда будет, в том числе, вы фигурировать будете в моем заявлении. Так, молчание. Давайте вызывать полицию. Так, какой адрес? Грешная. Сейчас сделаем. Елена, подойдите. Скажите, что у нас Брежская 2, строение 3. Сейчас. Скажите, пожалуйста, а вообще ваше руководство знает, что какая-то компания арендует здесь помещение? А они, оказывается, которое не работают просто- здесь. На вас будет, на всех, кто не предоставил документ, будет написано заявление. Финансовая пирамида. Вот интересно, ваше руководство Алло, знает об этом, здравствуйте. что такая компания? Алло, здравствуйте. Хотел бы вызвать сотрудников полиции, желательно сразу участкового, чтобы могли написать заявление прямо здесь. У нас мы пришли передать официально жалобы на компанию, которая является финансовой пирамидой и, соответственно, вводит людей в заблуждение. С нами потерпевшая, которая как раз-таки хочет официальное заявление подать, но нас не пускает. Так, Угрешская, 2, строение 3. Угрешская, 2, строение 3, проходная. Мы здесь. 2, строение 3, да? Да. На входе, да? Да, ну прям. А Ну, что, деньги украли? мошенническим путем ввели в заблуждение людей достаточно большое количество. Вот со мною как раз таки потерпевшая, и мы хотели пройти. Но в том числе люди, которые с одной стороны похожи на охранников, но с другой у них нет удостоверения охранника. Вы на мои вопросы сейчас отвечаете, вы сейчас много лишней информации говорите. Я спрашиваю, как организация называется? QNet. Так, скажите, они украли деньги? Да, кстати, да, они путем ввода в заблуждение украли у человека деньги. Со мной, кстати говоря, сейчас находятся журналисты из телеканала «Россия-1». Так, а о каком количестве украли деньги? 170 тысяч рублей. Десятки. Ну, тысяч рублей, да. Но это вот конкретно вот, случай вот, потерпевших, которые рядом со мной. Но их Я вас десятки. понял. Так, и компания Юнет, да? Да, совершенно верно. Так, Юнет. И получается, они отказываются возвращать деньги, да, и не пропускают вас? Да, совершенно верно. А могли бы вы позвонить, сказать, что вот здесь журналисты просто... А ваш руководитель? Ушел руководитель из данного рабочего дня. Вы здесь сами работаете без руководства. Но вы связаться можете, пригласить нам вашего руководителя? Почему? У вас нету личного телефона его? Позвоните ему, пожалуйста. А рабочего телефона? Как вы связываетесь? Мне кажется, вы нас обманываете. Ну вот экстренная ситуация, что тут произошло? Как вы связываетесь? А это все-таки охранник у вас, да, сидит? А то он говорит, что не охранник. Так вы все-таки охранник. Зачем обманываете? Я не охранник. А удостоверение предоставьте. Полиция приедет, я тогда ваше буду. Я его взял. У меня нет. А что вы тут делаете? Я не охранник. А подскажите, а что у вас посторонний человек в черной майке делает? Не посторонний человек, у нас есть охрана. А он говорит, он не охранник. У него ни удостоверения, ничего нет. Жулик, что ли? Ну тогда будем разбираться через полицию, кто это. А у вас все охранники без удостоверения? Я не владею такой информацией. Ну, проверим всех, кто вот отказался предоставить. Это ваше право. Согласен. А у вас тоже нету, да, никакого удостоверения охранника? Вы тоже не охранник, просто тут сидите. А я могу присесть здесь рядышком? Ну, я... Не, я хочу... А почему рядом с вами? Ну как же, ну вы обычно... А я вот там рядышком.
Почему? А что вы делаете? Тут же, вы же сказали это, как режимный объект. А паспорт режимного объекта не предоставили. А обязаны. Если режимный объект, должно быть об этом сказано. А вот по законодательству. Давайте вы с нашим руководством связываетесь. Так вы кем работаете, чтобы узнать ваше руководство-то? Вы же не охрана. Ну вот узнаем тогда, кем вы являетесь. И почему не пускаете. Тогда это уже другая статья. Ну, а чтобы зря не терять времени, пока мы ждем приезда сотрудников полиции, мы пошли обходить вокруг территории бизнес-центра. Вдруг там есть где пройти. И, кстати, место оказалось. Там как раз шел какой-то ремонт, посносили забор, и мы спокойненько туда вошли. Пирамиды QNet проходили именно в этом подъезде одного из корпусов столичного бизнес-центра по улице А вот для того, чтобы быстро найти офис данной компании в бизнес-центре, Стрэндж все продумал и взял с собой одну из пострадавших от деятельности данной компании, Юлю. Ну, все равно мы топали и топали, топали и топали, и поняли, что что-то пошло не так, и решили позвонить ее начальнице, которая брала у нее денежку. По громкой связи говорите. Как ее зовут? Лена. Елена, я подъехала, я на территории сейчас. Хочу с вами пообщаться. Ну, я с ним на ты, поэтому. Алло. Алло, привет. Слушай, я сейчас на Угрешской хотела поговорить. Я сейчас в метро. Ты в метро? Да. А, ты едешь на работу? Нет, я еду по делам, а потом буду в Угрешку. Понятно. А во сколько? Давай я выйду из метро, позвонить, ладно? Ну, в 7 будешь на улице? Через минут 7 перезвони. Хорошо. Хорошо. Нечто подобное на их офис. Вернее, плюс-минус он должен был бы там находиться. Вы сейчас все увидите, что там осталось от него. Конечно, Стрэндж не будет утверждать, что именно этот кабинет их, но очень был похож на него. Офис Кунетчиков. Привет. Я почти вышла из метро, получше слышишь, да. Слушай, а мы что, договаривались со встречей сегодня? Я же не Ну, нет, но как бы просто я не одна, поэтому как бы не у всех получается в пятницу встретиться. А кем ты собираешься встречаться? Ну, как бы решить вопрос как-то по поводу интернета, как бы, то, что это все ненормально. Елена, добрый день. Меня зовут Мария, корреспондент программы «Вести дежурной части». Вот мы сейчас приехали на место вместе с Юлей по поводу ее денег, которые вы так и не вернули. И здесь ждем вас сейчас в офисе. А какие деньги мы не вернули? У нее есть чеки. У Во-первых, нее... чеков у меня нет, но потом, да, я приобрела продукцию, готова ее вернуть, но она этих денег не стоит, и как бы... Я не готова сейчас по телефону с вами об этом говорить. По телефону не нужно, мы находимся на месте офиса, где сейчас голые провода, и нет никакого намека на то, что вы здесь находились. Ну, мы же не должны вам отчитываться, где мы находимся и когда... Вы должны отчитываться пострадавшим за те средства, которые вы себе присвоили. Мы знаем пострадавших и знаем о том, что вы забрали у женщины 170 тысяч рублей. Ну и точно, чтобы наш рейд был не напрасным, мы решили все-таки с потерпевшей дождаться полицию. Ну, конечно же, какая полиция, которая не будет запрещать тебе снимать их изображения. Хотя, блин, у нас что, вдруг деятельность полиции перестала быть гласной?
Здравствуйте. Да? Ребята, это была всего лишь наша вторая серия из нашего совместного проекта с анти-МЛМ движением России. Поэтому, если ты жулик, мошенник, и прочий маразматик, то не стоит тебе расслаблять свой пукан. Может быть, завтра мы придем и к тебе. Не, в я офис. Ну а пока мы еще не пришли к тебе, не забудь поделиться ссылочкой на данный видосик в своих социальных сетях. Пусть и остальные мошенники знают, что ваш час близок. Ну и, конечно же, ставьте лайкосик данному видео, чтобы и ютубчик понял, что таких вот ребят надо как-то прям прославлять. Ну и не забудь подписаться на Безумие, ведь впереди у нас еще очень и очень много интересного. Ну а с вами был Life is Strange. Пока-пока. Кстати, друзья, если вы первый раз оказались на моем канале, то знайте, здесь я раскрываю все грани человеческого безумия, где бы и с кем бы это ни происходило. И у меня очень много всевозможного человеческого безумия. Здесь и конфликты в такси, и в общественном транспорте, и всякие коллекторы, и антиколлекторы, и прочая нечисть. Поэтому, если в первый раз попал сюда, ну, например, по запросу к Q&A, то не забудь прогуляться и посмотреть на другие видосики.